Добрый день, уважаемые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Анна, и мы продолжаем разбор новинок от издательства US Game Systems. И сегодня у нас на очереди Tarot of the Abyss, или же Таро бездны, автором которой является Анна Туриан. Премьера состоялась в июле, а в продаже она появилась на стыке июля-августа. Цена $22.95. Колода поставляется в красивой, плотной, черно-белой упаковке, которая состоит из двух частей. Сзади мы видим миниатюры двух карт и описание, в котором говорится, что опыт работы с Таро, как и любой другой, начинается с бесформенности и пустоты, как бездна. По мере нашего развития и развития наших отношений с картами мы переходим от темного хаоса к упорядоченному и освещенному космосу. Анна Туриан создала колоду Таро с красивыми нюансами в старших и младших арканах, призванную отразить путешествие души через Вселенную. Она уделила особое внимание созданию запоминающихся персонажей придворных арканов, которые умело ведут нас по пути познания. В комплект входит также колода из 80 карт с двумя альтернативными картами и 148-страничная инструкция. Крышка здесь прилегает плотно. Итак, первое, что мы видим, это МБК. Знаете, когда я впервые увидела обложку, мне показалось, что на ней нарисована избушка на куриных ножках. Как мы видим, МБК стандартная для данного издательства. Бумага плотная, черно-белые рисунки. Инструкция состоит из благодарности, вступления, в котором говорится, что все когда-то было хаотичным, бесформенным, когда-то была бездна. Это можно также сказать и о нашем опыте работы с Таро. Здесь автор рассказывает о себе, о том, что гадание всегда присутствовало в ее жизни, а также дают общую информацию о мастях. Следующий раздел – это придворные арканы. Дальше информация о самой колоде, из которой мы можем узнать историю создания Таро бездны и внутренние ощущения автора во время этого процесса. И последний раздел о том, чем отличается данная колода. Здесь говорится, что несмотря на то, что Таро бездны построены на основе системы Уэйта, автор внесла свои модификации, которые исходили не только из ее собственного понимания карт, но и после ряда обсуждений с почитателями ее творчества и других колод. Итак, первая модификация – это название арканов. Таким образом, иерофант – это у нас мудрейший, суд – это освобождение, а особенность повешенного в том, что мы не видим повешенного, а сами являемся ним и смотрим на мир в перевернутом положении. Но при этом традиционные значения аркану сохраняются. Итак, вторая модификация, очень, кстати, интересная, это альтернативные карты тройки и десятки мечей. Как, знаете, десятка мечей, как второй современной ведьмы. В традиционной версии эти карты являются триггерными, и, следовательно, в данной колоде можно найти версию традиционную и альтернативную, которая базируется на числовой прогрессии. Например, в тройке мечей автор фокусируется на том, что число
3 в ментальном смысле подразумевает идею развития знаний, поскольку тройка мечей – это комбинация туза мечей, который зажигает человеческую искру гнозиса или знаний, и двойки мечей, которая подразумевает способность сделать разумный выбор, основанный на мышлении и опыте. Поэтому автор предлагает использовать именно те карты, или традиционные, или альтернативные, которые сделают расклад более эффективным. И интерпретация арканов. На этот раз я не буду переводить по старинке карту шута, а мы переведем карту тройку мечей, традиционную и альтернативную версии для сравнения. Итак, тройка мечей, традиционная версия. Нет ничего тяжелее, чем потерять любимого человека. Иногда боль может показаться достаточной, чтобы сломить человеческий дух. Тройка мечей непростая карта, поскольку она может предсказывать эмоциональную боль и страдания. В этой карте мы видим женщину, готовую освободить из клетки птицу, которая когда-то была ее сердцем. Когда-то она билась в ее груди, идеально синхронизируясь с ней. Но со временем ее сердце стало играть другую роль. Оно стало чем-то чуждым ей, отдельным существом, ищущим выход из тьмы, в которой оно было заперто. Принять решение было нелегко, ведь от этого зависела ее жизнь. Могла ли она продолжать жить без него? Возможно, она поняла, что если держать ее в заперти, то это не избавит от боли и печали. Вместо этого она освободила его и надеялась, что со временем трещины заживут. Помните поговорку: если вы что-то любите, отпустите это на свободу. Если оно вернется к тебе, оно твое навсегда. Если нет, значит оно никогда не было вашим. Тройка мечей – это карта скорби. Это не обязательно означает потерю через смерть. А для того, чтобы истолковать, прошу прощения, такое значение, вам понадобятся усиливающие карты, такие как смерть, башня или пятерка кубков. Даже в этом случае такое толкование должно быть сделано с осторожностью. В большинстве случаев само по себе появление этой карты в вашем раскладе указывает на горе, связанное с разлукой, разводом или другой разрыв отношений. Хотите вы этого или нет, но вам, возможно, придется отпустить какие-то отношения. Это может даже означать реальную операцию или физический разрез на теле. В любом случае что-то или кто-то может уйти из вашей жизни. Как бы ни повлияла на вас эта карта, помните, что боль проходит. Как говорится, это тоже пройдет, и вы станете сильнее, если переживете это. И альтернативная карта. Некоторые люди по-другому интерпретируют тройку мечей, основываясь на нумерологических свойствах числа 3, триады. Поскольку масть мечей имеет дело с элементом воздуха и значит с разумом, масть в целом может быть интерпретирована как движению от незнания к знанию. Поскольку туз мечей связан с числом 1, также известным как монада, является картой, которая приносит открытие истины. Число 1 – это творческий большой взрыв разума. Двойка мечей связана с числом 2, диада, говорит о дуальности и выборе разума. Теперь мы добрались до числа 3, триада в тройке мечей, где то, что мы узнали из туза мечей, 1, то есть равняется истине и творчество, в сочетании с двойкой мечей, двойка, равняется способности делать выбор и правильные развлечения,
приводит нас к росту и расширению разума через множественность, новые способы мышления и ведения вещей. Она призывает, то есть тройка мечей, призывает к гармонии и равновесию между двумя силами, которые когда-то были противоположными. По этой причине на карте изображен образ молодого человека, находящего в процессе получения знаний. 3 меча стоят вертикально, пронзая книгу мысли, открывая живые знания, которые слетают со страниц. Они взлетают и попадают в восприимчивый грааль разума, плодотворную почву, где их семена могут прорасти и развиваться в полной мере, если за ними правильно ухаживать. И в конце у нас информация о том, как интерпретировать карты, о том, как их чистить, как настроиться на расклад и так далее. Дальше. Раздел с раскладами. Здесь имеется однокарточный, шестикарточный расклад и расклад бездны. И также изображение самого расклада. И также информация об авторе. Ну что ж, с МБК мы закончили. Я думаю, здесь более продвинутые тарологи могут подчеркнуть информацию именно по альтернативных картах. Может им пригодится расклад бездны. Ну а для новичков эта инструкция, мне кажется, поможет немножко закрепить знания по традиционным значениям аркан. Ну что ж, давайте переходить к нашим картам. Итак, вырубка здесь идеальная, гладкая, ничего не кошлатится. Карты, как вы видите, матовые. Качество картона. Карты плотные, они не слишком тонкие и не толстые. Очень напоминают мне Таро хранителей снов. Данная колода также имеет очень приятное бархатистое покрытие, как и в Таро Ворона. Вот таким образом выглядит рубашка, которая будет удобна также для тех, кто работает с перевернутыми арканами. Но цветопередачи тут трудно что сказать, но я могу сказать, что качество печати отличное. Ну что ж, давайте поближе познакомимся с нашими арканами. Итак, поехали. Дурак. Кстати, очень мне напоминает дурака с темное Таро Уэйта. Маг. Верховная жрица. Императрица. Император. Мудрейший. Влюбленные. Колесница. Сила. Отшельник.
Колесо фортуны. Справедливость. Повешенный. Собственно, это то, о чем я говорила, да, что мы не видим непосредственно самого повешенного, а только, скажем так, мы сами видим мир вверх ногами. Смерть. Знаете, мне немножко вот чем-то эта карта напоминает карту смерти старого светлого провидца. Именно речь идет об этом вот таком. Умеренность. Дьявол. Башня. Звезда. Луна. Солнце. Пробуждение. Мир. Туз мечей. Двойка мечей. Тройка мечей. Традиционное и альтернативное. Четверка мечей. Пятерка мечей. Шестерка мечей. Семерка мечей. Восьмерка мечей. Девятка мечей. Десятка мечей. Традиция и альтернативная. Паж мечей. Рыцарь мечей. Королева мечей. Король мечей.
Туз жезлов и птица Феникс. Двойка жезлов. Тройка жезлов. Четверка жезлов. Пятерка жезлов. Шестерка жезлов. Семерка жезлов. Восьмерка жезлов. Девятка жезлов. Десятка жезлов. Паж жезлов. Рыцарь жезлов. Королева жезлов. Какая интересная и красивая женщина. Король жезлов. Ну, действительно, очень интересная подача придворных арканов в данной колоде. И не только придворных. Туз кубков. Двойка кубков. Тройка кубков. Четверка кубков. Пятерка кубков. Шестерка кубков. Семерка кубков. Голова в облаках. Мне также чем-то напоминает, знаете, голова в облаках с колодой Таро обнаженного сердца. Вот только там был жираф с головой в облаках, а здесь девушка. Восьмерка кубков. Девятка кубков. Десятка кубков. Паж кубков. Рыцарь кубков. Королева кубков. Король кубков. Туз пентаклей. Двойка пентаклей. Тройка пентаклей. Четверка пентаклей. Пятерка пентаклей.
Шестерка пентаклей. Семерка пентаклей. Восьмерка пентаклей. Девятка пентаклей. Десятка пентаклей. Паж пентаклей. Рыцарь пентаклей. Королева пентаклей. И король пентаклей. Прорисовка в этой колоде мне очень нравится, особенно для меня, как человека, который с детства любит рисовать, особенно простым карандашом. У меня, кстати, эта колода почему-то ассоциируется с New Era Elements Tarot. У меня нет этой колоды, но я на нее время от времени смотрела, но что-то меня, честно скажу, сдерживало от покупки. Могу также сказать смело, что просмотр колоды, данной колоды через разнообразные гаджеты не передает всю ее красоту, всю ее энергетику. Знаете, это как с колодой Ференца Пинтера. Ее нужно увидеть вживую, ее нужно пощупать, и тогда появится вот эта связь. Подводя итоги, могу сказать, что Таро бездны отличного качества, колода исполнена в монохромном стиле, и это первая моя черно-белая колода, поскольку для меня цвета и яркость, и не только в Таро, да и в общем, очень важны. Эта колода мне зашла, и я, скажу честно, я от себя этого не ожидала. У меня просто, знаете, щенячий восторг не только от качества, но и от стилистики карт. Я ни капельки не пожалела о ее покупке. Пожалуйста, напишите в комментариях, как вам данная колода, понравилась или нет, планируете или уже потихоньку задумывайтесь над ее приобретением. Я благодарю всех за просмотр, желаю всем хорошего дня, до новых встреч, пока-пока.